Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Грейс Миллейн, британская туристка, убитая на свидании из Tinder. Грейс Миллейн была на полпути одиночного кругосветного путешествия, когда ее убил мужчина из Tinder. Трагическая история Грейс Миллейн. Грейс Миллейн родилась 2 декабря 1996 года в городе Уикфорде на юге английского графства Эссекс. Она была дочерью Дэвида и Джиллиан Миллейн, росла в любящей и поддерживающей семье со своими братьями Майклом и Декланом. Грейс была умной девушкой, окончила престижный британский университет Линкольна по специальности реклама и маркетинг. Чтобы отпраздновать окончание учебы и начало новой главы в жизни, Грейс отправилась в одиночное кругосветное путешествие, которое должно было продлиться 1 год. Как и многие молодые люди с жаждой впечатлений, она хотела исследовать другие культуры, искала приключений и новых знакомств. Девушка несколько месяцев публиковала в социальных сетях восторженные сообщения о предстоящей поездке, а затем отправилась в Перу. Начиная второй этап своего путешествия, 30 ноября 2018 года Грейс прибыла в Окленд, крупный город в Новой Зеландии, где заселилась в местный отель Base Backpackers. Она провела там 2 недели, когда накануне своего 22-летия завела случайное знакомство с парнем в Tinder и договорилась с ним встретиться. Джесси Кэмпсон жил в квартире-студии в отеле City Life в Окленде. За несколько недель до встречи с Грейс Кэмпсон активно использовал Tinder для знакомств. Его предпочтением был грубый секс, и он писал различным женщинам о своей любви к ногам, доминированию и удушению. По словам коллег и друзей, Кэмпсон стал одержим онлайн-приложениями для знакомств, когда ему было чуть больше 20 лет, после того, как он отдалился от своей матери. Он также был патологическим лжецом и рассказывал людям множество фейковых историй о своей жизни, начиная с фальшивых диагнозов рака и заканчивая его связями с бандами и ЦРУ, а также о работе топ-менеджером в супермаркетах и компаниях, занимающихся добычей полезных ископаемых. Джесси Кэмпсон и Грейс Миллейн запланировали свидание в безопасном, хорошо известном общественном месте у знаменитой башни Sky Tower вечером 1 декабря. Грейс провела день, исследуя город, фотографируя достопримечательности и делясь ими в социальных сетях. Она приехала к Sky Tower пораньше и отправила праздничные видеопослания своей семье. Тем временем Кэмпсон выпивал 4-ю бутылку пива в местном пабе, прежде чем увидеться с Грейс. Встретившись, они быстро сменили локацию, чтобы выпить и поужинать. На записях камер видеонаблюдения было видно, как эти двое хорошо ладят, часами разговаривают и даже целуются. Во время свидания Грейс написала другу: «Я так хорошо с ним общаюсь». Это был последний раз, когда кто-либо из ее друзей или родственников слышал о ней. Грейс не знала, что годом ранее другая девушка обратилась в полицию Новой Зеландии, чтобы сообщить о своем жутком свидании из Tinder с Кэмпсоном. Эта женщина, интервью с которой было показано в документальном фильме телекомпании TVNZ Television New Zealand, сказала, что когда она встретила харизматичного, уверенного в себе Кэмпсона, она была молодой, наивной и безнадежно романтической личностью. Однако всего через несколько часов его поведение стало резким и агрессивным, а затем он стал угрожать зарезать ее ножом. После того, как она подробно рассказала о случившемся, полиция выдала ей охранный ордер, документ, предоставляющий защиту жертве.
Однако для предъявления обвинения, по мнению властей, не хватило доказательств, так как ее история строилась лишь на основе «он сказал», «она сказала». Что случилось с Грейс Миллейн? В последний раз Грейс видели живой, когда она вместе с Кэмпсоном входила в отель City Life, где он жил. Родители заявили о пропаже девушки 2 декабря, после того, как не получили от дочери ответа на свои поздравления с днем ее рождения. Начав расследование и масштабные поиски пропавшей, новозеландская полиция стала часами обрабатывать записи местных камер видеонаблюдения и просматривать аккаунты Грейс в социальных сетях. Через несколько дней после ее исчезновения детектив Диана Левинсон обратила внимание на комментарий, оставленный на странице девушки в Facebook. Под ее фотографией в профиле Джесси Кэмпсон написал «Красивая, очень сияющая». Кэмпсон написал этот комментарий в 21:29 1 декабря, в ночь, когда пропала Грейс. Он сразу же стал объектом пристального внимания. Детектив Левинсон написала Кэмпсону, и они договорились встретиться на следующий день. Молодой человек рассказал ей о своем свидании с Грейс, но уточнил, что они разошлись в 22:00. На следующий день другой детектив заметил Кэмпсона у отеля City Life, догнал его и доставил в полицейский участок для официального допроса. Подозреваемый повторил свою версию, рассказанную накануне вечером. Однако после того, как полицейские получили и просмотрели записи камер видеонаблюдения, стала ясна другая, реальная версия событий. По окончании свидания Грейс проводила Кэмпсона в его номер, который находился в отеле. После этого в какой-то момент Грейс умерла, но никаких экстренных служб вызвано не было. В 1:30 ночи Кэмпсон начал искать в интернете место, где можно было похоронить свою жертву. Следующие несколько часов он смотрел порно и делал интимные фотографии мертвого тела Грейс крупным планом. Днем Кэмпсон заходил в Tinder, договариваясь о свидании с другой женщиной. Затем он отправился за покупками, 2 одинаковыми чемоданами и чистящим средством, которое, по его словам, было необходимо ему для выведения пятен от красного вина с ковра. Наконец, он купил лопату. Во второй половине дня Кэмпсон встретился с девушкой, бывшей журналисткой в баре Revelry. Позже она рассказала полиции, что Джесси показался ей нервным и раздраженным, и вспоминала, что когда она упомянула о судебном процессе по делу об убийстве, Кэмпсон ответил ей: «Это просто безумие, как парни могут сделать одно неверное движение и попасть в тюрьму на всю оставшуюся жизнь». Сообщается, что затем он рассказал ей об одном мужчине, чья девушка умерла во время грубого секса. К тому времени, когда следователи просмотрели видеозаписи, стало совершенно ясно, что именно Кэмпсон убил Грейс. Перед лицом доказательств Кэмпсон признал, что Грейс умерла у него дома, но заявил, что это был несчастный случай во время полового акта. По его словам, Грейс просила придушить ее. Через неделю после исчезновения Грейс 9 декабря полиция обнаружила ее тело в чемоданах, зарытых в кустах недалеко от Окленда. К этому моменту следователи допросили множество людей, но благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что в последние часы и минуты перед ее исчезновением с ней был только один человек. Кэмпсон был обвинен в убийстве Грейс Миллейн. Суд над ним начался в ноябре 2019 года и занял 2 недели. Сторона обвинения вызвала на заседание его последнюю подругу из Tinder и спросила ее о словах Кэмпсона в день смерти Грейс, в частности, об истории про девушку, умершей во время грубого секса. Женщина рассказала суду: «Я думаю, что он был в своем собственном мире, рассказывая эту историю. Мне стало немного не по себе, и я сменила тему разговора на путешествие». Прокуроры утверждали, что таким образом Кэмпсон проверял свою версию защиты, чтобы понять, насколько правдоподобной она покажется людям. Еще одним свидетелем, вызванным в суд для дачи показаний, стала британка, которая рассказывала, что Кэмпсон изнасиловал ее, когда она была в отпуске в Окленде. Она сообщила, что когда увидела Кэмпсона в новостях, на нее нахлынули воспоминания о нападении, и весь ее мир рухнул. После нападения ее мучили воспоминания и ночные кошмары, и она часто просыпалась в слезах и криках. «Каждый раз, когда я ложилась спать, я видела, как его глаза вылетают из орбит и в ярости смотрят на меня», — сказала потерпевшая.
Адвокаты Кэмпсона продолжали утверждать, что смерть Грейс была трагической случайностью, используя спорную стратегию, которую иногда называют «защитой 50 оттенков» – эротизированная смерть. Однако обвинение смогло опровергнуть это утверждение, установив, что Грейс умирала в течение 5-10 минут. Если бы Кэмпсон ослабил хватку в любой момент, она бы пришла в себя. Прокурор Брайан Дики также обнародовал фотографии сексуального характера мертвой жертвы, сделанной Кэмпсоном, заявив, что так он эротизировал ее смерть. Присяжные, которые также заслушали информацию о 8 других случаях насилия, связанных с Кэмпсоном, совещались в течение 5 часов, после чего вынесли единогласный вердикт о виновности. Услышав приговор, зачитанный ему судьей, Кэмпсон, как сообщается, крикнул: «У тебя нет причин осуждать меня. Ты полон дерьма, приятель». Приговор. Впоследствии Джесси Кэмпсон предстал перед судом еще по 2 обвинениям в изнасиловании и домашнем насилии. Эти судебные дела показали, что Кэмпсон запугивал одну свою сожительницу, и только еще больше подтвердили его деспотичный и контролирующий характер и долгую историю насилия над женщинами. Верховный судья Джеффри Венинг, председательствовавший на судебном процессе по делу Кэмпсона о домашнем насилии, сказал осужденному убийце: «Ваша мать отвергла вас. Это может в некоторой степени объяснить ваше отношение к женщинам». Джесси Кэмпсон был приговорен к пожизненному заключению. Минимальный срок для условно-досрочного освобождения составил 17 лет. В феврале 2021 года апелляция Кэмпсона на обвинительный приговор и вынесенное ему наказание была отклонена апелляционным судом. В конце своих показаний британская туристка, которая была изнасилована Кэмпсоном, когда ей был всего 21 год, посмотрела на своего нападавшего и сказала: «Я не боюсь, я сильная, я не одинока, я любима. Мне есть к чему стремиться в жизни, и я не буду оглядываться назад. Ты больше не имеешь надо мной никакой власти». Память о Грейс. Семья Грейс основала в ее честь благотворительный фонд Love Grace. Деятельность благотворительной организации направлена на поддержку одиноких путешественников и на повышение их осведомленности о безопасности. Также члены фонда помогают собирать необходимые ресурсы для нуждающихся женщин. В качестве пожертвований они принимают женские сумки и наполняют их различными принадлежностями. Филиппа Робсон, руководительница благотворительной организации по борьбе с домашним насилием, сделавшая множество пожертвований, сказала, что трагический случай Грейс Миллейн продолжает оказывать глубокое влияние на людей. Как вам кажется, что случилось с Грейс Миллейн? Был ли это несчастный случай, или Джесси Кэмпсон убил ее преднамеренно? Свои ответы пишите в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.